Так. Что тут у нас? За последние несколько дней у меня внезапно начался какой-то бум подписчиков. У нас завирусилось где-то видео с Юней в платочке, где Саверма делает кусь, и еще несколько других. И благодаря тому, что нам помогают с переводами классная девушка из Британии, переводит название описания к роликам. Вот, и у нас появилось много новых подписчиков, как и русскоязычных, так и англоговорящих, и других иностранных. Вот, и вот я решила, что пора бы сделать такое видео с ответами на самые популярные вопросы про елку. Вот они здесь собраны примерно, их чуть больше, чем 10. А, Конечно, это не все, но одни из самых таких часто задаваемых, особенно на стримах. Теперь на стримах я буду гонять всех к этому видео, чтобы читали, и мне не приходилось тратить время на ответы. Итак, начнем. Сова, елка или филин? Про это было отдельное видео очень подробное. Елка, сова вида филин. То есть семейство совиное, вид филин обыкновенный, буба-буба, игл-оул, евразиан игл-оул и аул. Простите, аул. Ну, я привыкла говорить оул, поэтому... Так, вот с этим разобрались. То есть она и сова, и филин. Каждый филин это сова, но не каждая сова это филин. Вот, так что Йоль у нас просто квинтэссенция совиности. Так, дальше. Сколько елки лет? А, и остальные биометрические данные. Елка родилась 1 мая 2014 года, так что от этой даты считайте на момент просмотра видео. А, Какой у елки рост? Вот в этом положении я ее как-то замеряла сантиметром. Примерно, вот когда она вот так сидит, она примерно 50-55 сантиметров в вышину. Весит она, ее нормальный вес 3 килограмма 200 грамм. Размах крыльев у нее примерно 1,80 м. Точно не скажу, мы не замеряли. Для этого ее надо брать руками, растягивать и мерить метром. Вот, но мы так над ней не издевались. Поэтому примерно так. То есть, если она вытянется на лапках, она сейчас сидит на полусогнутых лапках, то есть она будет еще выше сантиметров, наверное, на 15. Вот, это примерно вот так. Там про размер сказали. Сколько лет живут филины? Именно филины. По данным орнитологов, они могут жить примерно 40-60 лет. Но в природе до старости никто не доживает, поэтому это очень условно. Но физически, то есть такая большая птица при всех благоприятных условиях может прожить там много, как человек примерно в среднем. Вот. Что значит имя елка? На самом деле елку зовут Йоль. Это с языка народов Коми, значит лесная речка. То есть не название речки, а просто они так называют лесной ручеек, такой быстротекущую небольшую речку, которую там можно перешагнуть, перепрыгнуть, перейти вброд. Вот, Йоль. Обычно у Коми к Йоль представляется как раз название реки. То есть река, речка, вот ручей. Так что вот я в каком-то видео вот как раз из-под Выборга показывала, как выглядит примерно такая речка лесная. К скандинавскому Новому году Йоля она никакого отношения не имеет. Пишется на русском языке она начиная с буквы Ё, с одной Л мягким знаком, без краткой, без О и так далее. Вот, это так. Йоль. Что у тебя там еще? Где елка живет? Вообще филины живут по всей Евразии, начиная там от леса тундры, заканчивая всякими степями Европы, Азии и прочим. То есть они варьируются по размерам, по раскраске, но все равно буба-буба очень сильно расселены по всему материку. Елка живет сейчас здесь вот в квартире, то есть у нее в распоряжении обычно эта комната, и плюс она может ходить по остальной квартире, когда дверь открыта. То есть я дома. Гуляет она вот здесь, где сейчас гуляет Мурлок. Здесь у нее специальное место. Там она дышит воздухом, загорает, купается, в общем, проводит свой обычно ночной досуг. Ей там нравится. Плюс мы ездим в деревню, у нее есть в деревне чердак, вольер, и в путешествие она ездит со мной. Когда мы построим дом в деревне и вольеры, она переедет туда.
на большую жилплощадь. Так, как елочка у меня появилась? В 2014 году я ее забрала из питомника в двухнедельном возрасте. То есть она у меня с возраста 2 недель, она тогда даже на ножках стоять не могла и только-только открыла глаза. Э, Мне ее подарили за ну, я оплатила пошлину государственную, там все документы, прочее, то есть на это ушла определенная сумма, но саму птицу как бы мне заводчик подарил. С какой целью я ее взяла? Ну, в принципе, для работы по отпугиванию птиц в аэропорту, то есть как внештатного сотрудника для работ подобных. И плюс, если бы я ее не взяла, то ее бы продали кому бы угодно. То есть там какой-нибудь контактный зоопарк, там, не знаю, в общем, кто бы купил, тот бы и забрал, потому что была программа по разведению филинов для возвращения их в природу. И это государственное, то есть государство оплачивало кормление птиц, оплачивало там определенную сумму за каждую птицу, и, значит, заводчик готовил филинят к выпуску в природу. А эта программа внезапно остановилась, то есть финансирование прекратилось, на корма денег не было, поэтому птенцов продавали. Ну, а я забрала, поскольку вот мы друзья, и мне как бы ее отдали так за пошлину по договору. Вот. а, Ну, плюс у нее еще проблемы со здоровьем практически сразу выявились. То есть у нее была врожденная пневмония, которую мы долго лечили с Марией Маркиной. И сейчас у нее периодически возникают, да, проблемы с легкими. И выпускать в природу такую птицу невозможно, потому что, во-первых, она выращена людьми полностью, она не боится людей, она даже если будет сама охотиться, она будет к людям прилетать, ее в итоге убьют, скорее всего. Вот, поэтому птица полностью такая очеловеченная, одомашненная, и во втором поколении уже, то есть нет, она уже в третьем поколении, выведена в неволе, в питомнике, и к дикой природе отношения не имеет. Вот. Умеет ли она летать? Летать она умеет прекрасно, но очень ленится. То есть ей летать не нравится, как, например, среднестатистическому человеку, который привык сидеть там на попе за компьютером и ездить на машине, на транспорте. Она не любит летать, как человек не любит бегать. Вот просто ходить пешком, да, так неспешно, лениво и прочее. Это она любит. Летать не любит, но мы заставляем ее летать, чтобы она активно себя чувствовала, то есть вела себя активно и, как это, я забыла уже эти слова. В общем, для развития легких и дыхательных путей ей летать необходимо. Так, испытывает ли ко мне она любовь и привязанность, и как вообще это выражается? Испытывает она ко мне такие равнозначные чувства, то есть у нее нет ко мне ненависти, нет каких-то агрессивных намерений. Она считает меня своим таким соседом-совой, у которого иногда есть еда, и вообще которому она позволяет жить у себя дома. То есть она квартиру считает своей личной территорией, а всем нам она здесь разрешает жить, и как бы, ну, мы ей не мешаем, мы ей приносим какую-то пользу, и она с этим мирится. Ну, тем более она понимает, что я больше и как бы сильнее, поэтому она не задирает меня, и мы с ней спокойно сосуществуем, то есть она агрессии не проявляет, я по отношению к ней агрессии в принципе не проявляю, а ночью я могу спокойно с ней, вот я сплю здесь, она может спокойно где-то тусить, сидеть, ходить, и она не будет мне мешать. Вот. Других людей, посторонних, чужих, в мое отсутствие она часто атакует и пытается выгнать из квартиры вообще. То есть, или вот оттуда, если она там сидит, она тоже выгоняет. Вот, поэтому сова меня узнает, она меня признает как бы за своего. Прям такой любви, то есть любовь в ее понимании – это хотеть от меня детей. Детей она от меня не хочет. И это хорошо, это добро, это молодец. Вот. Поэтому мы с ней вот живем вместе на равных условиях и прекрасно как бы себя чувствуем и не мешаем друг другу. Ну, конечно, я ей мешаю, особенно когда я ее там беру куда-то гулять, еще что-то, это ее возмущает, но она с этим мирится. Вот.
Прям вот такой вот любви, как собаки, нет. Это к птицам не характерно. Если птицы подобную любовь проявляют, это значит, они хотят с вами размножаться. Вот. Ну, либо это врановые, у которых очень тесные социальные связи, у которых действительно есть друзья. То есть у сов таких нет, они живут в основном парами или поодиночке. Как относится елка к другим животным? К животным. Животное, как к тебе сова относится? Совершенно спокойно. Иногда она их немножечко троллит. То есть там пытается, не знаю, развлечь себя, там напугав. Кого-то убить, поймать и съесть она не пытается и никогда не пыталась, потому что она очень хорошо ест. Если елка будет очень голодной, то есть если ее там неделю не кормить, она, скорее всего, попытается поймать и съесть кота. Также она попытается вынуть из вольера сычей. Вот, но это исключительно, если она будет очень хотеть есть. То есть это любой человек, наверное, если будет очень хотеть есть, съест кота, если нечего будет есть. Вот. Кота она терпит рядом с собой совершенно спокойно. На ящерок там всяких она внимания вообще не обращает. Хотя в природе она вполне бы их поймала бы и съела всех бы. Вот кого бы вот увидела здесь. Вот гнусей вон тех. Да, гнусь? Я тебя вижу. Вот, в природе филины едят вообще все, что могут поймать, начиная там от лягушек, мышей, заканчивая кроликами, кошками, небольшими собаками, ежиками и вообще вот всем, что можно когтями закоктить, потом разобрать и съесть. Вот, черепашку, змею, ну, змею вряд ли там, ну, вполне ужа могут поймать, то есть филины даже друг друга могут есть. Других сов совершенно спокойно. У них как бы естественных врагов в природе особо нету, кроме, конечно, когда они птенцов выводят, и у них птенцы сидят на земле, их могут съесть там собаки, кабаны какие-нибудь, свиньи, там куницы загрызть, но обычно они к людям не лезут. Ой, к людям, к совам. Вот. В общем-то, со всеми моими домашними она мирно существует, но я никогда не выпускаю при ней других сов. То есть, когда елка в комнате, у меня сычи сидят в вольерах. Если там какие-то другие птицы дома, птицы в других помещениях. Дабы не было просто случайности. Например, если гнусь там сядет рядом с ней, то она его лапкой может схватить и просто так жмякнуть, как она обычно игрушки жмякает. Гнусю этого будет достаточно, чтобы умереть. Вот. Что елка ест? Это, наверное, будет последний вопрос в этом блоке. Вот. Ест она у нас крыс, перепелок, редко очень суточных цыплят. Ну, она их очень любит, но получает очень редко. То есть, если болеет, если там у нее другая еда почему-то ей не нравится, и если эти цыплят вообще у меня есть. Мышей она тоже ест, но еще реже, чем цыплят, потому что мышки ее... В основном я их даю сычам, то есть ей надо, чтобы наесться, в день 7 мышек, либо одна крыса. Просто 7 мышек по 50 рублей – это намного дороже, чем одна крыса за 150 рублей. Вот, поэтому мышки для нее это роскошь. Вот. Еще иногда она в первые годы я ей давала шеи индейк. Ей нравились. Там много костей, много кальция, поэтому, в общем, это было полезно. Она ела, в принципе, их охотно. Сейчас почему-то не ест. Сегодня я вообще пыталась ночью ей дать кусок андатры, и она не стала есть. Она так попробовала прям это языком, так это сказала: фу, сами ешьте. И в итоге она вот на данный момент уже больше суток как не ела. Поэтому она злобненькая. Да, сова? Вот. Ну, так она может есть вообще что угодно, там всяких голубей, ворон, других птичек, но я это не даю, потому что может для нее это оказаться каким-нибудь заразным мясом, там передаться что-то. В общем, дикими я стараюсь не кормить. Но мясо ей из магазина нельзя, курицу нельзя, вот это вот все ей нельзя, поэтому крысы и перепелки – это основной ее корм. Вот, это было
примерно 11 вопросов. Просто в некоторых вопросах было сразу по несколько вопросов. Вот, сидите дома, не болейте, а, самоизолируйтесь и в комментариях можете еще вопросы понаписать. Может быть, будет вторая часть, если там наберется каких-нибудь тоже популярных вопросов, интересных про елку. Именно про елку. Тогда мы что-нибудь сделаем. Вот. Я не знаю, кто напишет к этому субтитры, наверное. Я, как обычно, много и быстро говорю. Вот, но если их напишет, будет очень-очень здорово. Я в описании продублирую ответы, просто чтобы их можно было перевести. А, Спасибо за помощь всем, кто помогает с переводами, и за распространение роликов, так как лайки и когда вы оставляете комментарии, они продвигают ролик в вашей ленте там друзей, вот в рекомендациях у вас появляются, их видят другие люди, и таким образом ролики распространяются по всему Ютубу. Вот. Так что ваша активность, она нам очень помогает, и это очень здорово. Дизлайки, кстати, тоже помогают, это тоже здорово. Но я надеюсь, что дизлайки ставят действительно по какой-то причине уважительной, а не просто так, э, чтобы я не знаю что. Зачем ставить дизлайки? Ну, у кого-то есть на это, наверное, причины. Вот. Все. Я устала говорить. Да, Юль? Юль нас не любит. Я тебе сейчас перепелочку почищу и дам, что ты меня ненавидишь за эту андатру. Вкусная же андатра, чего ты не ела? Она так вкусно пахнет. Сама бы съела, но там крошево из костей. Сова. Андатру, кстати, это просто задавила машины на перроне, вот, на работе. И я ее забрала, чтобы мясо не пропадало. А оно пропадает. Воронам отдам твоим. Вот так вот. Да.